Привет, друзья! Краткие бизнес-новости Германии, Европы и мира. В Евросоюзе готовят закон, отменяющий тайну зарплат. Компании обязаны будут раскрывать диапазон оплаты прямо в вакансиях. В Германии уже обсуждают, как внедрить эти правила на национальном уровне. В Соединенных Штатах Америки Дональд Трамп объявил о новых шагах против Китая, связанных с импортом растительного масла, ответ на сокращение закупок американской сои. А в Берлине правительство канцлера Фридриха Мерца готовится утвердить активную пенсию. Это возможность работать и получать до 2000 евро в месяц без налога. Тем временем концерн Volkswagen сокращает выпуск автомобилей, профсоюзы требуют повысить зарплаты в аграрном секторе, а власти ужесточают правила получения бюргергельд. Каждая из этих тем отражает перемены, через которые сейчас проходит Германия, от рынка труда до социальной политики. Что за этим стоит и как это может повлиять на будущее страны, разберу прямо сейчас. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать главные экономические новости Германии и Европы. Итак, в Европейском Союзе готовят закон, который полностью отменит тайну зарплат. Это решение затронет миллионы работников и работодателей во всех странах Европейского Союза, включая Германию. С 2026 года вступает в силу новая директива о прозрачности зарплат. Ее цель – сделать оплату труда честной и понятной, особенно в вопросах равенства между мужчинами и женщинами. По новым правилам компании обязаны будут указывать зарплату или ее диапазон уже в объявлении о вакансии. Работодатель не сможет требовать от сотрудника молчать о доходах, как это часто бывает сейчас, а любой работник сможет официально запросить данные о средней оплате труда коллег, выполняющих сложные обязанности. Кроме того, запрещается спрашивать кандидатов о предыдущем заработке. Теперь уровень оплаты должен зависеть только от квалификации должности, а не от прежней зарплаты. В Германии Министерство труда уже готовит национальную версию этого закона. Ожидается, что прозрачность доходов снизит неравенство и повысит доверие между сотрудниками и руководством. По сути, Европа делает шаг к новому стандарту. Больше никаких секретов о зарплатах, только открытые цифры и равные условия для всех. И это только начало. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность ограничения импорта растительного масла из Китая. Причина – это резкое сокращение китайской стороной закупок американской сои, что, по его мнению, стало неблагоприятным решением в отношении Соединенных Штатов Америки. Цитата: «Мы можем легко производить это масло сами, нам не нужно покупать его из Китая», заявил Трамп, добавив, что рассматривает возможность прекратить торговлю с Китаем, касающуюся масла, как ответ на удар по американским фермерам. Ранее Китай, напомню, резко снизил закупки американской сои, переключившись на Бразилию и Аргентину. Трамп считает это частью экономической стратегии Китая. Для Соединенных Штатов Америки такое решение не просто торговый спор. Это сигнал остальным. Америка готова пересматривать ключевые экономические связи ради защиты своих интересов. А дальше еще интереснее. С этого момента говорим прямо. Пенсионеры в Германии могут зарабатывать до 2000 евро в месяц без уплаты подоходного налога. Новое правило называется «активная пенсия». Правительство под руководством Фридриха Мерца намерено принять закон уже сегодня. Он стартует с 1 января 2026 года. Суть проекта: все, кто уже достиг официального пенсионного возраста и продолжает работать по найму, могут получать бонус до 2000 евро в месяц и не платить налог с этой суммы. Социальные взносы при этом сохраняются. Для государства это будет стоить почти 890 миллионов евро в год за счет недополученных налогов. Ожидается, что около 168 тысяч пенсионеров воспользуются этой возможностью. Кроме того, уже сейчас, напомню, около 672 тысяч людей в возрасте за 65 лет продолжают официально работать. Критики предупреждают, не все пенсионеры смогут работать дольше, здоровье, рабочие условия и профессия могут стать барьером. Особенно если это касается мелких специалистов и тех, чья пенсия уже минимальная. Но сторонники реформы говорят, активная пенсия – это шанс вернуть опытных работников на рынок труда, снизить дефицит кадров и улучшить финансовое положение тех, кто хочет работать дольше. Итак, с начала 2026 года будет новый стимул для пенсионеров работать и зарабатывать законно и без штрафов.
Тем временем разворачивается новая интрига. Глава концерна Volkswagen Оливер Блюме объявил, производство марки Volkswagen придется сократить на 700 тысяч автомобилей в год. Это часть масштабной программы реструктуризации. Среди причин это резко снизившийся спрос, усиливающаяся конкуренция со стороны Китая и дорогие инвестиции в электромобили. Блюме называет нынешнюю ситуацию бурными временами. Кроме того, компания планирует значительное сокращение штатов. Свыше 35 тысяч сотрудников могут потерять работу. Также ожидается сокращение и в Audi, примерно на 7500 сотрудников, и в Porsche на 4000. По словам Блюме, отрасли давно пора адаптировать мощности под новые реалии. Он подчеркивает, цитата, «Мы должны шаг за шагом согласовывать наши возможности с рынком. Для Германии это серьезный сигнал. Автомобильная отрасль переживает не простой спад, а фазу глубокого пересмотра». Тем не менее, руководство Volkswagen утверждает, что уже предпринимает меры упрощения структуры контроля расходов, фокус на ключевых направлениях. Если планы реализуются, это будет одно из крупнейших сокращений в истории немецкой автомобильной промышленности. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сотрудники центров занятости Германии, Джоб-центра, отмечают, что давно ожидали введения более строгих правил для тех, кто отказывается сотрудничать с центрами занятости. Правительство готовит реформу, и с пособия Бюргергельд, гражданское пособие, планируют сделать основную базовую социальную помощь с ужесточением требований. По словам Питера Шмейделя, заместителя руководителя Джоб-центра округа Бергштрассе, команда центра поддерживает эти изменения. Цитата, «Мы давно хотели, чтобы было строже. Новая система предусматривает, что те, кто неоднократно игнорирует приглашения на приемы или отказывается от предложенной работы, могут временно потерять право на поддержку, включая оплату жилья». Шмидель подчеркивает, правила должны заставить таких людей наконец-то появиться в центрах занятости. Сейчас, напомню, около 5,5 миллионов получателей Бюргергельд должны готовиться. Контроль усилят, требования станут жестче, а ответственность, конечно же, серьезнее. Для многих это будет испытание, кому-то придется выполнять дополнительные условия, а кто-то может утратить право на помощь, если не будут сотрудничать. Таким образом, в системе социальной поддержки Германии ожидаются значительные изменения. Правительство делает шаги к более четким и прозрачным правилам. Следующая новость усиливает интерес к текущей экономической ситуации. В Германии начинается активное обсуждение вопроса справедливой зарплаты в сельском хозяйстве. Профсоюз промышленного объединения строительства сельской и окружающей среды требует повысить оплату труда на 15% для почти полумиллиона работников аграрного сектора. Сейчас квалифицированный работник получает около 15 евро 64 цента в час, но профсоюз считает, что реальная цена труда должна составлять 18 евро, учитывая рост инфляции, подорожание энергии и жилья. Переговоры назначены на 31 октября в городе Кассель, где представители профсоюза и Федеральной ассоциации работодателей сельского и лесного хозяйства обсудят новый федеральный тарифный договор. Профсоюз настаивает, что срок действия нового соглашения был 1 год для гибкости в условиях быстро меняющейся экономики. Работодатели предупреждают, повышение расходов может негативно сказаться на фермерах и мелких хозяйствах, но профсоюз отвечает, если не платить достойно, отрасль потеряет работников и пострадает качество немецкой продукции. Германия стоит перед этим новым испытанием, сумеет ли страна сохранить баланс между трудом, справедливостью и устойчивостью сельского хозяйства. И это не единственная новость, вызвавшая интерес в экономических кругах. Американская компания Ford делает ставку на Германию. Руководство объявило, что центром европейского подразделения теперь официально станет Кёльн. Это решение вызвало внимание не только в деловых кругах, но и среди тысяч немецких работников, ведь именно там сосредоточено одно из крупнейших производств компаний в Европе. С 1 ноября новым главой Форда Европа станет американец Джим Баумбик. Он ранее отвечал за глобальные продуктовые стратегии концерна, а теперь должен привести европейское подразделение к прибыли после нескольких сложных лет. Для Германии это сильный сигнал. Несмотря на сокращение и переход завода в Кёльне на одну смену, компания не уходит из страны, а наоборот концентрирует управление здесь. Эксперты отмечают, что Ford пытается ускорить принятие решений и сократить бюрократию, чтобы быстрее реагировать на вызовы рынка электромобилей и конкуренции с китайскими брендами. Теперь будущее Кёльнского завода напрямую зависит от успеха Баумбика. Если стратегия сработает, Германия сможет сохранить статус ключевой производственной площадки Ford в Европе.
А вот следующая новость способна удивить даже скептиков. Международный валютный фонд МВФ выступил с осторожным прогнозом по экономике Германии на 2026 год, предупреждая об угрозах для роста. В отличие от оптимистичной оценки немецкого правительства, которое рассчитывает на рост экономики, напомню, на 1,3%, МВФ прогнозирует лишь 0,9%, значительно ниже ожиданий. Основная причина разногласий – это различия в оценке международных рисков и торговой неопределенности. МВФ указывает на возможные последствия торговых войн и глобальных экономических колебаний, которые могут повлиять на экспорт и внутренний спрос в Германии. Правительство Германии, в свою очередь, надеется на восстановление экономики, опираясь на внутренние инвестиции и спрос. Однако эксперты предупреждают, что без учета внешних факторов рост может оказаться ниже ожидаемого. Таким образом, несмотря на внутренние усилия, Германия сталкивается с внешними вызовами, которые могут замедлить экономическое восстановление в следующем году. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.